Сегодня у нас разговор пойдет о пертусине. Добрый вечер, друзья. Что же это за препарат-то такой? Я так думаю, что многие помнят его еще из детства, да? Это комбинированный препарат, отхаркивающее средство, в состав которого входит, значит, как растительные, так и синтетические компоненты. Какие растительные у нас компоненты? Это жидкий экстракт травы чабреца, или второе его название тимьян ползучий. Да? Чабрец обладает отхаркивающим действием. Вот. Он способствует выработке в верхних дыхательных путях вещества, разжижающего мокроту, и вязкость мокроты уменьшается, тем самым, как говорится, мокрота у нас быстрее отходит. А другой компонент – это бромид калия, который действует успокаивающе. И при кашле, значит, когда кашлевой рефлекс, он подавляет немножко, снижая возбудимость нервной системы, чтобы сильно, знаете, кашель, когда начнется кашель, так представляете, да, что это такое, это ж невозможно, его не остановить. Ну вот, а калий-бромид, он тем самым своим действием успокаивает центральную нервную систему. Вот. Ну, я, например, с детства его помню, пертусин, как мне бабушка давала, когда я болела, когда у меня этот кашель, это было что-то с чем-то. Вот. Препарат это хороший, хоть он вроде как он и не сильно дорогой, он стоит буквально в пределах 60 рублей. Аптеки разные, поэтому там от 40 до... Ну, сейчас цены повышаются, поэтому неизвестно там какие там цены в какой аптеке, да. Но в пределах 100 рублей это где-то вот точно. Экономичный препарат, скажем так, от кашля. Ну, естественно, кашель нужно лечить в основном как комплексно, да, но вот как отхаркивающее средство, пертусин – это тоже супер средство. Как я вам рассказывала про наштырно-анисовые капли, вот, пожалуйста, еще один препарат – это пертусин. Вот. Применяют его при бронхитах, трахеитах, ларингитах, да, вот, при заболеваниях верхних дыхательных путей. Вот, также детям назначают еще при коклюше. Вот. Противопоказаниями являются индивидуальная непереносимость к компонентам препарата. Вот. На упаковочке здесь вот, пожалуйста, инструкция вся, абсолютно вот здесь все написано, как принимать. То есть, вот, пожалуйста, при трахеитах, бронхитах, да, также у детей при коклюше, при острых респираторных заболеваниях, да, при простуде, пожалуйста, например, да. Вот. Ну, естественно, с осторожностью сахарный диабет, потому что там сахарный сироп. И детский возраст старше 3 лет в связи с наличием этанола в препарате. Ну, это, я так думаю, что я своим детям давала в свое время, от 3 лет 100%. Ничего. Конечно, смотрите аккуратно, наблюдайте за ребеночком. Вот. Способ применения и дозы. Да? Препарат принимается внутрь после еды. Взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день. Детям от 3 до 6 лет по половине чайной ложки 3 раза в день. Детям от 6 до 12 лет по 1-2 чайной ложки 3 раза в день. И детям старше 12 по 1 десертной 3 раза в день. Вот и все. Препарат хороший, еще с советских времен зарекомендовал себя очень хорошо. Так что, ну, естественно, будьте аккуратны, у кого, кто аллергичен, да, то есть аллергическая реакция – это побочное действие и еще может быть изжога. Вот. Ну и пертусин нельзя принимать одновременно с противокашлевыми препаратами, которые, наоборот, затрудняют они, которые назначаются при сухом кашле, да,
И тогда этот препарат нельзя назначать, потому что и то будете пить, оно будет друг другу противостоять, скажем так, противоречие это. Так что вот, принимайте пертусин, будьте здоровы. Конечно, перед применением препарата проконсультируйтесь со специалистом. Я вам желаю здоровья и всего самого наилучшего. Будьте здоровы. Всем пока.